День 1545, Алекс на связи. Сегодня очередной раз включился роутер Wi-Fi. На нем у меня подключено около 30 устройств Wi-Fi. В целом сети, наверное, устройств больше, около 50. Устройства Wi-Fi это камеры Xiaomi, есть камеры Tapo. И также используются две камеры на базе ESP32, называется ESP32 CAM. Также использую разные выключатели Wi-Fi. В основном это в экосистеме TUYA. Их несколько штук у меня. Несколько розеток Wi-Fi тоже экосистемы TUYA. Несколько микроконтроллеров используется на базе ESP8266 и один микроконтроллер ESP32. Все это дружно у меня живет на одном роутере. Я пробовал делать несколько роутеров разных. Второй роутер у меня достаточно слабенький, и на нем совсем быстро все отключалось. Также подключены разные устройства. Это телефоны, конечно, два планшета и несколько ноутбуков. То есть в целом достаточно нагружена получается сеть. Надежности, конечно, от Wi-Fi сети дождаться очень сложно. И поэтому я в последнее время больше ориентируюсь на разные устройства на протоколе Zigbee. Есть несколько устройств на Bluetooth. Например, у меня используется один диммер от Elite на LE. И также есть весы Xiaomi. Они тоже используют LE для передач. Для того, чтобы развести сеть и не использовать Wi-Fi, я по максимуму провел гигабитный Ethernet. Недавно еще купил простой коммутатор 4-портовый. Конечно, получается, что основные устройства, которые потребляют большой трафик, это и компьютеры, и телевизор. Они, конечно, подключены по Ethernet, что сильно облегчает работу Wi-Fi роутера. Устройства Zigbee есть на батарейках и есть, которые питаются от сети. От сети это выключатели Zigbee, розетки Zigbee. Есть датчик присутствия, тоже Zigbee, он тоже питается от сети. Беспроводные это в основном датчики температуры, влажности, это датчики движения и датчики открытия дверей. Что касается работы беспроводных устройств, например, датчики температуры Xiaomi с родными батарейками проработали почти 500 дней. Недавно я заменил на них на все батарейки. Например, датчики открытия дверей, они работают уже тоже почти 800 дней. И до сих пор батарейка совсем не села. Причем там используется достаточно маленькая батарейка. Сами датчики, они стоят на дверях в туалет и ванную. Каждый датчик делает примерно по 5000 отправок в месяц. Несмотря на это, они все еще работают. Беспроводные датчики движения Xiaomi, там используется батарейка CR2450. Также есть датчики движения Xiaomi. Они тоже проработали уже почти 900 дней. И батарейки все еще не менял. Но там используется батарейка побольше. Это CR2450. Для объединения всех устройств я использую стик от Цинов. В принципе, он достаточно надежный. Иногда тоже бывают сбои. Это связано, может быть, не с самим стиком, а с системой, которая им управляет. Иногда сам сервер, он, видимо, зависает и перестает обрабатывать. Может быть, это связано с питанием, нехваткой питания USB, может еще что-то. Не помогает ни перезагрузка сервиса, ни перевключение стика.
Самое простое — это, конечно, перезагрузить сервер. Я планирую использовать розетку ZIP, чтобы подключить роутер и перезагружать его, если вдруг связь Wi-Fi пропадает. У меня сделано так, что я могу пинговать, во-первых, сервер умного дома, который подключен по Ethernet, и если шлюз не отвечает, то или устройство, которое использует Wi-Fi, не отвечает, то я смогу и таким образом выключить и включить розетку и перезагрузить роутер. Либо это у меня камеры, которые я опрашиваю раз в минуту и сохраняю с них снимки. У меня еще есть роутер Микротик, который позволяет с помощью скрипта отправлять в систему умного дома о подключении и отключении устройств.